Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я расскажу, как приготовить невероятно вкусный шоколадный панеттоне с двойной порцией шоколада в тесте и в начинке. Этот рецепт станет настоящей находкой к пасхальному столу. Представьте себе нежное, воздушное, просто тающее во рту тесто, пропитанное ароматом какао, а внутри взрыв вкуса от шоколадной начинки. Вы будете в восторге, я обещаю. Кстати, если вы еще не пробовали мой классический панеттоне, обязательно посмотрите подробный мастер-класс по ссылке в правом верхнем углу, а также в описании под этим видео. Сегодня я покажу, как приготовить упрощенный вариант теста для панеттоне, который ничуть не хуже классического. Готовы окунуться в шоколадное блаженство? Тогда поехали! Список всех ингредиентов вы найдете в конце этого видео, а я начну готовить. Этап 1. Подготовлю цукаты. Для этого рецепта я буду использовать только апельсиновые цукаты, так как апельсин и шоколад – отличное сочетание. Цукаты нарезаю на маленькие кусочки. Цукаты из апельсиновых корочек я готовлю сама. Если кому-то интересен рецепт, пишите в комментариях, я обязательно его сниму. Цукаты заливаю ромом. Можно использовать любой другой ароматный алкоголь. Можно заменить алкоголь на апельсиновый сок. Все это можно сделать вечером, а утром использовать. А можно залить на то время, пока будет готовиться тесто. Теперь об ингредиентах. Муку для панеттоне использую Манитоба из мягких сортов пшеницы с высоким содержанием белка 13-14%. Купить можно в супермаркетах или в интернет-магазинах. Я использую вот такую муку. Этап 2. Готовлю опару. Воду комнатной температуры крошу дрожжи. Я использую живые прессованные. Если будете брать сухие, берите в 3 раза меньше. Растворяю их и всыпаю сильную муку. Размешиваю. Отставляю в теплое место. Я ставлю в духовку, в которой включаю лампочку. Если у вас в духовке нет такого режима, то поставьте рядом стакан с горячей водой. Этап 3. Замес теста. После того, как опара подошла, начинаю замес теста. Как я уже говорила, рецептура упрощенная, поэтому делаем один замес теста, а не 2. Все ингредиенты для теста должны быть холодными. Для теста я использую только желтки, холодное молоко. Если необходимо, его можно заменить водой. Также нужно холодное сливочное масло с жирностью 82%. Масло я нарезала на маленькие кубики. Буду держать его в холодильнике до того момента, когда нужно будет вводить в тесто. Кроме привычных ингредиентов, я использую какао, так как тесто будет шоколадным. Опара готова. В дежу миксера вливаю холодное молоко, вливаю всю опару и добавляю желтки. Перемешиваю тесто на небольшой скорости до объединения продуктов. К муке добавляю какао и соль. Перемешиваю и просеиваю в дежу к жидким ингредиентам. Меняю насадку на крюк и начинаю на маленькой скорости замешивать тесто. Замешиваю до тех пор, пока тесто не начнет отставать от стенок чаши и собираться вокруг крюка. На это уходит около 10-15 минут. Готово. Тесто достаточно тугое, это нормально. После добавления сахара и сливочного масла оно станет мягким и эластичным. Пора добавлять сахар. Ввожу его в 3-4 приема в зависимости от количества. Насыпаю первую часть и вымешиваю тесто до полного растворения сахара. Это занимает 5-7 минут. Первая часть сахара вмешалась, всыпаю вторую и снова вымешиваю до полного растворения. Важно! Панеттоне я буду готовить со сладкой начинкой. В качестве начинки использую нутеллу, поэтому в тесто сахара кладу немного. Если вы не планируете делать панеттоне с начинкой или любите очень сладкое тесто, то добавьте сахара на 50-60 граммов больше, чем в этом рецепте. Ориентируйтесь на свой вкус. Осталась последняя часть сахара. Уже сейчас тесто стало не такое плотное.
Достаю масло из холодильника и так же, как и сахар, частями в 3-4 приема ввожу его в тесто. Добавляю первую часть и вымешиваю тесто около 10 минут, не меньше. Масло полностью вмешалось. Добавляю вторую часть и снова вымешиваю тесто около 10 минут. Третья часть масла и снова замешиваю. И последняя часть. В общей сложности на замес теста с момента добавления сахара и сливочного масла у меня ушло около 1 часа. И вот результат. Посмотрите, какое пластичное получилось тесто. Проверяем его на глютеновое окно. Отлично растягивается, не рвется. Сейчас я буду делать растягивание и складывание. Приподнимаю тесто и ударяю его об стол. Но важно не бить сильно, а постараться его растянуть побольше. Вот таким образом. Тяну и складываю. Делаю так несколько раз. Готово. Этап 4. Расстойка теста и добавление цуката. Смазываю емкость растительным маслом. Укладываю тесто на расстойку, накрываю крышкой и убираю в выключенную духовку, в которой включена лампочка. По времени это может занять 2-3 часа. Прошло 2,5 часа, мое тесто отлично подошло. Пока оно подходило, я откинула на сито цукаты, дала стечь рому. Его я буду использовать в разной выпечке. Цукаты просушила немного. Выкладываю тесто на стол. Посмотрите, какие большие пузыри в тесте, оно все дышит. Отлично подошло. Растягиваю его руками в тонкий пласт. Сверху разбрасываю цукаты. И складываю тесто от краев к середине. Формирую прямоугольник и скручиваю его в рулет. Подкатываю и снова отправляю на расстойку в выключенную духовку. Ждем еще 2-3 часа. Пока тесто подходит, расскажу вам про формы для выпечки. Есть формы более плотные из картона, а есть из бумаги. Можно использовать и такие, но если формы большого диаметра, то лучше использовать более плотные. Мне понадобятся вот такие деревянные шпажки или шампура. Ими я протыкаю форму. Палочки втыкаются параллельно друг другу и желательно на одинаковом расстоянии от края. Они должны проходить практически по самому дну. Это нужно для того, чтобы после выпечки панеттоне перевернуть. В перевернутом положении они должны полностью остыть. Делается это для того, чтобы пористая воздушная мякоть не просела, а зафиксировалась. Это очень важный этап, которым не стоит пренебрегать. Этап 5. Формовка теста. Второй раз тесто подошло за 2,5 часа. Начинаю формовку. Как рассчитать количество теста для панеттоне на форму, я напишу в описании под видео. На мою форму диаметром 15 см и высотой 11 см нужно 820 граммов теста. Остается маленький кусочек. Можно было его не отбирать, но я хочу сделать отдельно маленькую, чтобы показать разницу с начинкой и без. Растягиваю тесто, подворачиваю с одной стороны, затем накрываю другую сторону, поворачиваю тесто на 90 градусов и сворачиваю рулет. После чего формирую шар. Если на поверхности вылезли цукаты, то лучше убрать их в середину, чтобы они не подгорели при выпечке. Перекладываю панеттоне в форму.
Отправляю заготовки в выключенную духовку на расстойку на 2–2,5 часа. Когда заготовки подошли, достаю их из духовки и включаю ее на 180 градусов разогреваться. Этап 6. Готовлю макаронаж, миндальную глазурь. Смешиваю в миске сахар, какао, так как тесто у меня шоколадное, кукурузный крахмал и миндальную муку. Добавляю белок и перемешиваю лопаточкой. Все, миндальная глазурь готова. Перекладываю ее в кондитерский мешок. Покрываю панеттоне макаронажем. Большой я ничем не посыпаю, потому что еще буду покрывать его ганашем. А макаронаж я делаю для того, чтобы верхушка получилась хрустящей. А маленькую посыпаю термостабильными гранулами сахара и миндальными лепестками. Этап 7. Выпекаю панеттоне. Духовка разогрета до 180 градусов. Режим верхний и нижний нагрев плюс конвекция. Ставлю панеттоне выпекаться при такой температуре на 10 минут. Через 10 минут убавляю температуру до 160 градусов и выключаю конвекцию. Оставляю только верхний и нижний нагрев. Пеку еще 35–40 минут. Маленькие панеттоне достаю через 20 минут. Важно! Обязательно следите за выпечкой и ориентируйтесь на свою духовку. Если вдруг верхушка у вас начала сильно зарумяниваться, то накройте панеттоне влажным пергаментом. Моя выпечка готова. Готовность, как всегда, можно проверить шпажкой. Она должна быть сухой. Так как у меня только один большой панеттоне, я закрепила его между двумя большими чашками. Оставляю отвисаться до утра. Этап 8. Начиняю и украшаю панеттоне. Вместо шоколадного крема или ганаша я буду использовать нутеллу. Это вкусно и быстро. Если вы хотите поместить начинку только в середину, то можно сделать отверстие при помощи круглой вырубки. Оно получится ровным. А середину удалить при помощи ножа. Я хочу сделать несколько небольших отверстий, поэтому использую вот такое приспособление, при помощи которого вырезается серединка у яблок. Делаю сначала отверстие в середине, а затем еще с 4 сторон. Можно крышечку подрезать ножом, а уже середину достать при помощи этой штуки. Нутеллу я переложила в кондитерский мешок. Заполняю отверстия кремом одно за другим. Накрываю крем срезанными крышечками. Чтобы поверхность была красивой и ровной, я покрою ее шоколадным ганашем. Готовится он проще простого. Черный шоколад заливаю жирными сливками. Сливки должны быть горячими. Можно нагреть их на плите или в микроволновке. Размешиваю. И все, можно покрывать поверхность. Если хотите, можно сделать толстый слой шоколада, я же намажу тонким слоем. Чтобы поверхность получилась более ровной, горячим ножом пройдусь по ганашу, и он отлично разравнивается. Осталось украсить. Посыпаю термостабильными гранулами сахара и миндальными лепестками. А по краям добавлю сахарную пудру. И вот такая красота получилась. Итак, приступаем к самому интересному. Разрезаем наш шоколадный панеттоне, чтобы показать вам всю его красу изнутри. Обратите внимание, какое количество шоколадной начинки. Она буквально пронизывает каждый кусочек. А какой волшебный аромат витает в воздухе. Шоколад, ром, цукаты. Это просто сказка. Вкус панеттоне – это что-то невероятное, нежный, идеально сбалансированный, в меру сладкий, с насыщенным шоколадным вкусом и такой приятной кремовой текстурой.
А теперь для сравнения давайте разрежем маленький панеттоне без начинки. Посмотрите, какой он воздушный и легкий. Он буквально невесомый. Это говорит о том, что мы все сделали правильно. Для приготовления мне понадобилась опара 10 грамм свежих дрожжей, 80 граммов сильной муки, 80 граммов воды комнатной температуры. Для теста вся опара, 100 мл холодного молока или воды, 70 граммов желтков, 90-130 граммов сахара, 20 граммов какао, 250 граммов сильной муки, 100 граммов сливочного масла и 3 грамма соли. Миндальная глазурь или макаронаж, 35 граммов белка, 50 граммов сахара, 18 граммов кукурузного крахмала, 25 граммов миндальной муки и 8 граммов какао. Для наполнения 150 граммов апельсиновых цукатов и 80 мл рома. Для начинки 150-200 граммов нутеллы. Шоколадный ганаш для покрытия панеттоне, 50 граммов черного шоколада, 50 граммов сливок с жирностью 33%. Готовьте с любовью, и пусть ваш дом будет наполнен ароматом свежей пасхальной выпечки. Еще больше вариантов пасхальной выпечки смотрите в этом плейлисте. Там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Это вкусно!